Слышишь? Это тишина. Это не я молчу. Это ты просто замер. Ты сейчас сидишь перед экраном и ждешь. Ждешь, что я скажу что-то важное. А важное в твоей жизни, самое важное уже случилось. Ты смотришь на дешевый китайский пластик, маску Вендетта, купленную на Авито за 300 рублей. И, наверное, так же, как и все, боишься. Скажи честно, тебе страшно? Потому что многим страшно. Они пишут мне в комментариях: «Сними свою маску, клоун». И все они правы. Я клоун. Это шут. Но знаешь, в чем разница между мной и тобой? Я надел эту маску, чтобы быть самим собой. А ты, так же, как и все, каждое утро надеваешь свое лицо. И оно в течение дня все время меняется. Как костюмы. Маска для жены, маска для мамы, маска для папы, для друзей, для начальника, для соседей, для дяди Васи. А моя маска, она для всех одинакова. Одна на всех. Многие думают, что я прячу под ней свое лицо. Нет, я прячу там твой собственный страх. Тебе страшно, что под маской может оказаться такой же, как ты. Простой, обычный человек. Только я свою маску честно купил на Авито, как лицо. А ты? Твое лицо – это тоже маска. Ты каждое утро встаешь, подходишь к зеркалу и надеваешь свое лицо. Как униформу. Сначала маска для жены. «Доброе утро, дорогая, я тебя люблю». Хотя внутри испытываешь раздражение, потому что она опять первой заняла ванную. Маска для детей. «Ты сделал уроки, сынок. Молодец». Хотя внутри испытываешь чувство вины, потому что видишь их 2 часа в сутки, всех своих детей. Ну а что делать? Тебе же нужно работать, деньги зарабатывать. Потом маска для начальника. Конечно, сделаю, Иван Иванович, без проблем. Хотя внутри: да пошел ты. А потом маска для друзей. Нормально все. Как дела? Да у меня все хорошо. Я всем доволен. Хотя внутри пустота размером с вечность. И так каждый день. Ты меняешь свои маски быстрее, чем я меняю свои трусы. И к вечеру уже сам не понимаешь и не помнишь, а кто ты вообще такой? Где во всех этих масках ты? Ты настоящий? Или настоящего уже нет? Он просто стерся, смылся, умер где-то там между «люблю» и «да-да, я сейчас все сделаю». А у меня маска одна, на все. И для всех абсолютно одинаковая. И в этом моя внутренняя свобода. Скажи мне честно, сколько тебе лет? 35, 40, 50? Или ты просто уже устал считать дни до зарплаты? Напиши мне там, в комментариях, только честно. Не для меня, для себя напиши. Кто ты? Ты счастливый отец? Или твои дети видят тебя только по выходным? Ты эффективный работник? Или эффективнее всего ты лежишь на диване с пивом в руке? Ты честный налогоплательщик, хотя это вообще, если честно, даже не статус, это диагноз. Напиши мне, какая маска прилипла к твоему лицу намертво? Хороший муж?
который уже полгода не прикасался к своей жене, потому что просто тупо дико устал. Терпила на работе, который ненавидит начальника, но улыбается ему в лицо, потому что кредит. Или ты идеальный сынок, которому уже 45 лет, а он все еще сидит на шее у мамы. Назови всех своих демонов по имени. Кто ты? Прямо сейчас. Вот тот. В комментариях. Потому что у демона есть только одна слабость. Когда называешь его по имени, он начинает дергаться. Из чего сделана твоя клетка? Давай посмотрим правде в глаза. Моя правда гораздо страшнее моей маски. И то, что я говорю, гораздо страшнее, чем просто «Ой-ой-ой, пластиковый Мендетта». Давай поговорим. Деньги приходят редко, а уходят часто. Утекает сквозь пальцы, как вода, оставляя только тревогу. Где брать следующий кредит? И чем, собственно говоря, я буду расплачиваться? Согласись, это не жизнь. Это просто кредитная история с телом. Отношения превратились в список взаимных претензий. Ты ей такой: «Я тебя люблю». А она тебе: «Ты зарплату принес? Мусор вынес?» Да, в современном мире любовь умерла. Осталась только одна логистика. И вы уже это не муж и жена, вы это просто сожители по ипотеке, как многие. Дети это когда ты не знаешь, как воспитывать сына, потому что сам не уверен, что стал мужчиной. Ты учишь его забивать гвозди, а сам боишься позвонить начальнику и попросить прибавочку. А родители стареют. И ты все еще ищешь их одобрения. Что скажут мама и папа тебе, в то время как тебе уже 45? А ты все еще мысленно говоришь папе: «Пап, скажи мне, ну правда, я молодец. Посмотри, я же купил квартиру». А папа такой смотрит на тебя и думает: «Слушай, а вот в наше время мы строили себе дома, пахали с утра до вечера в поле, а ты стараешься сделать все правильно, а внутри у тебя все чешется, зод, у тебя чешется душа, потому что ты чувствуешь, что тебя имеют во все входящие и исходящие каждый день, причем без вазелина. Ты чувствуешь себя как загнанный зверек в угол, как будто ты крыса или какая-то серая мышь. Только вот звери в углу рычат, а ты молчишь и пьешь пиво, смотришь сериалы и ждешь конца пятницы. А теперь скажи мне, из чего сделана твоя клетка? Кредиты? Ты должен банку больше, чем небольшая страна МВФ? Или это страх одиночества? Когда ты боишься, что умрешь, и никто не напишет комментарий под твоим последним фото. А так хотелось бы. Звучит романтично. Или ты все-таки ненавидишь свою работу, где ты проводишь по 8 часов, мечтая о 16 часах свободы. И чтоб наконец-то просто поспать, отдохнуть от всей этой суеты. Напиши мне там внизу: «Моя клетка –
Это... Что? Что там твоя клетка? Признайся. Хотя бы интернету. Потому что интернет все стерпит. Интернет не осудит. Интернет сам в клетке. Просто у него ипотека под 18%. Знаешь, что такое 90-е? Я уже как старпер, который говорит: слушай, а вот наше время... 90-е – это когда закон умер, а совесть все еще не родилась. Когда справедливость – это слово из букваря. А понятие – это кодекс чести для тех, у кого чести нет и никогда не было. Я жил там. Я жил в это время. И я дышал этим воздухом. И он был пропитан железом, кровью, страхом и потом. Тогда проверяли не по паспорту, а по хребту. Тогда жили по понятиям. Не по словам, а по делу. По делу. И если скажешь лишнее, и у тебя либо все отберут, отожмут, либо ты окажешься на кладбище. А промолчишь, окажешься лохом, либо станешь чертом. И в этом аду я учился выживать. Не потому, что я этого хотел, а потому что у меня не было выбора. Просто счастливая, радостная молодость. Друзья, братство, мы банда. Однажды ночью я открыл дверь своей квартиры, потому что звонок. И спросонья думал, что свои, кто там. Может, братва заскочила, а может, сосед ночью, пьяный, дверь не может открыть. Открываю, а в лоб не упирается холодный ствол обреза. И знаешь, этот такой холодочек. И звук. Звук, когда взводится курок. Металл щелкает так. Чук. И у тебя внутри все обрывается, а коленочки подкашиваются. И темнота. Крик. Удар монтировки по голове. А ты такой стоишь и смотришь в ствол и понимаешь. Ну все, привет, приплыли. Конец. И голос. Голос из темноты, такой знакомый, который ты всегда слышал, прям с детства, которому ты жизнь спасал время от времени, который у тебя на шее висел. Голос, который, ты всегда слышал, из-за который ты был готов прям в огонь, воду и медные трубы в придачу пройти. А рядом с ним еще такие же, только в масках. Близкие. Близкие друзья. И они пришли не в гости. Они пришли тебя грабить и убивать. Потому что знали, что у тебя есть бабки. Потому что ты им доверял. Потому что ты их пускал в дом, кормил, поил и делился последним. Душу, так сказать, им открывал. А теперь здрасте. А потом драка в темноте. И это как отдельный вид боевого искусства. Ты не видишь, куда бить. Ты просто чувствуешь. Чувствуешь своим нутром. И страх отключается. И ты включаешь свою внутреннюю ярость. Но коленки по-прежнему трясутся. Зато руки работают. Ты хватаешь ствол, ломаешь пальцы, стреляешь колено, бьешь головой об стену, а потом включаешь свет. И привет, Макар, привет, Дигай, привет, Котас. Я их не убил. И, к слову, даже не знаю почему. Наверное, потому что внутри меня еще теплилась эта дурацкая вера в людей. Детский максимализм. Я просто стоял на лестнице и смотрел. Смотрел, как они корчатся от боли.
И знаешь что? Мало кто в жизни помнит и понимает доброту. Потому что для многих доброта – это слабость. И повод с тобой разобраться еще раз. Еще разочек. Но Бог, он не фраер. Бог шельму всегда метит. И таких историй много. Голливуд тихо курит в сторонке со своими боевиками. То, на что я насмотрелся в своей собственной жизни. И это далеко не кино. Но это все еще цветочки. А ягодки это тогда, когда тебя предают те, кого ты считал ближе некуда, кого ты считал своей собственной семьей. А близкие люди. Те, кто с тобой ел с одной тарелки. Те, кому ты доверял больше, чем себе. Те, кто клялся тебе в верности. И тех, за которых ты готов был порвать любого. Те, которые однажды собрались и сказали: вы к нему там, втроем не езжайте, поломает. Езжайте толпой. И обязательно возьмите с собой стволы. И не базарьте с ним, стреляйте. И приехали. На 8 машинах больше 40 человек, понимаешь, и все со стволами. А у меня в зале дети. Детская тренировка. Пацаны от 5 до 12 лет, которые пришли учиться драться, защищаться, быть сильными. И родители сидят на скамеечках. А под окнами спортзала 50 стволов. И только ждут команды. И знаешь, что самое страшное? Самое страшное не то, что тебя могут завалить, а самое страшное, что они могли зайти и увидеть детей и родителей, а родители могли увидеть весь этот трэш. Ведь отморозкам плевать. Для них дети – это просто помеха. А я стоял и смотрел в глаза тем, кто еще вчера вечером называл меня братом. А сегодня они пришли меня расстреливать. А потом автоматная очередь. Стрельба, разборки и много чего, о чем рассказывать вообще нельзя. Любовь. Была у меня одна женщина, и я ее боготворил. Я ее любил больше самого себя и своей собственной жизни. Честно. Думал, вот оно, настоящее счастье. Вот та единственная, ради которой можно отдать душу. Угу. И поселиться в раю. Угу. Я ее носил на ручках. Хотя руки, если честно, после всех драк и боев, иногда не поднимались выше пояса. А она в это время трахалась с ответственным за город. С тем, кто должен был порядок наводить, по понятиям. С тем, кто прикрывал бандитов и брал дань с бизнеса, на общак. С тем, кто мог решать любой вопрос. По справедливости. А потом мне намазали лоб зеленкой. И сделали объяву по городу. И охота. Охота, в которой я дичь на отстрел. И так целый год. И я не знал, откуда прилетит, откуда выстрел из какой машины и в какой момент мне прилетит бита по голове. Я спал с одним открытым глазом и жил в бронежилете. И просыпался от шороха, и весь такой дерганый, на иголках. Я смотрел на людей и видел в каждом угрозу. И так целый год. Бегало, меня ловили. То в подъезде, то на улице, то в квартире. А я это киногерой боевика кинокомпании Marvel. Либо мастер боевых искусств, либо каскадер, который выпрыгивает в окно. Прям с 5-го этажа. Прям через стекло. И не один раз. Потому что кино одним дубом не снимают. В общем, веселая молодость, о которой можно сказать только одно: справедливость иногда приходит поздно.
кроваво, но приходит обязательно. И знаешь, что самое страшное во всех этих историях, которые, если вспомнить, то можно снимать целый сериал длиной в Санта-Барбару. Нет, не обрез в лоб, не стволы, не битвы, не драки, не то, что тебя объявят, не киллеры за твоей спиной. А самое страшное – это когда ты перестаешь доверять и верить людям. Совсем. Когда каждый, кто подходит к тебе ближе, больше, чем на метр, становится подозреваемым. Когда женщина, которую ты любишь больше всего на свете, становится предателем. Когда друг, который зовет тебя выпить, кажется тебе наводчиком. И я дошел до этого края. Я заглянул в эту пропасть и крикнул туда: «Люди! Ау! Вы еще существуете? Или я живу в мире демонов?» А меня спрашивают, кто ты такой, чтобы учить нас жизни из-под маски. И, к слову, это хороший вопрос. Я скажу, кто я такой. А ты сам решишь, кто я, псих или гуру. Хотя иногда это одно и то же. Я прошел в жизни через такие вещи, которые сценаристы ужасов просто побоятся писать. Война. И не одна. Я смотрел в глаза смерти и не раз, и не два, и не три, а много раз. И знаешь, какие у него глаза? Как у всех моих бывших, когда я говорил, что не хочу детей. Потому что чувствовал, что потом моих детей будет воспитывать чужой дядя, а меня просто используют. И все. У меня, видите ли, как это, договорные отношения. Страх, унижение, боль, война. И все этому нет никакого конца. И знаешь, что страшнее пули, которая прилетает тебе в ногу? Да-да, предательство. Когда ты герой, а страна, за которую ты воевал, плюет тебе в спину. Когда ты офицер, а вынужден торговать на рынке, потому что денег тебе хватает только на хлеб и воду. Но самое страшное – это когда ты смотришь на себя в зеркало и ненавидишь. Яростно ненавидишь всех. И хочешь, чтобы все сгорели в огне ядерного взрыва. Когда внутри тебя такая пустота, что хочется не просто разбить отражение кулаком, а пробить ее насквозь. И вот тогда, там где-то в глубине тебя на самом дне, когда кажется, что хуже уже некуда, происходит чудо. И ты перестаешь бояться, потому что тебе терять больше нечего. И в этом нечего терять рождается свобода. Настоящая свобода. Боль. Знаешь, что такое боль? Это когда ты выходишь в круг, да, и дерешься за бабки по кругу. У тебя сегодня круговые бои каждую субботу-воскресенье. Не год, не два, а с 93-го по 98-й. И ты такой выходишь и понимаешь, правил больше нет, а зрители орут. Ставят на тебя бабки и хотят мяса. А мясо – это ты. Потом ты пропускаешь первый удар, потом второй, потом у тебя заплывают глаза, у тебя ломаются ребра, и у тебя все время звенит в ушах. И не тогда, а теперь всегда. Всегда звенит в ушах. Нади, у тебя открылись мистические каналы. И в какой-то момент ты понимаешь, что такое боль. И она становится интересной. Она перестает быть тебе врагом.
Она становится просто фоном твоей жизни, как музыка, под которую ты танцуешь, как истинный воин. Зайти в костер ногами, прыгнуть с 5-го этажа. Детский садик «Ромашка». Медитации, сновидения. Знаешь, что я однажды понял? Я однажды понял, что драться всю жизнь не получится. Тело болеет, тело стареет, тело рано или поздно сломается. А вот душа она вечна. И тогда я ушел внутрь самого себя. Я прожил целых 2 года один. В бункере, под землей, в бомбоубежище, на территории городского роддома, не выходя на поверхность. И не потому что война, а потому что просто так захотел. Захотел уйти в темноту и от всех спрятаться. И знаешь, как это? Лежишь такой, сверху тебя земля и тишина. И ты думаешь, как хорошо быть кротом. Потому что кроту ипотеку не платить. И единственное, что я там делал, это бил кулаками по бревну, по стенам. И медитировал. Каждый день. Ну, а что еще делать? Скучно же. 1000 часов тишины. 1000 часов, когда есть только ты, твой страх, твои разочарования и боль. И однажды страх умер, так же, как и ты, потому что не остается ничего, кроме тишины. Просто страх не выдерживает конкуренции темноты. Как-то так. Осознанные сновидения. В какой-то момент тишина стала настолько плотной, что я открыл глаза и посмотрел на свои руки. И начал видеть осознанные сны. Ну да, не те, которые снятся людям после ужина, а совсем другие. Я прошел сквозь дырочки сновидений. И я видел миры. Я видел миры, где законы физики не работают, а просто предложение пробежать сквозь стену, превратиться в фиолетового, переливающегося звездами Халка или взлететь в небо, как дракон. Фаербол, да, легко. Я встречал неорганических существ, которые живут без тел и которые все время хотят на тебя напасть и сожрать. И я учился у них. И я боялся их еще сильнее, чем я боялся, когда был просто молодым. А потом я перестал бояться и этого. И вынес оттуда один простой урок. Смерть. Смерть – это не конец. Это просто смена комнаты. Просто смена восприятия. И переезд в другое место, где тело – это костюм, а душа – это просто тот, кто носит этот костюм. А еще ты не один, потому что теперь у тебя есть дубль, который, кстати, теперь живет сам по себе и иногда ходит погулять. И ты абсолютно не знаешь, чем он там занимается. И, кстати, это тоже страшно. Потому что виноват потом ты. Ай, смерть. Врачи скажут, что смерть – это инсульт или инфаркт. Потому что, это диагноз. А диагноза смерть не существует в природе. А я скажу, что смерть. Смерть – это очень страшное, но все же очень увлекательное развлечение. Потому что я ее видел. И самое главное, как ни крути в жизни, все-таки это любовь.
И у меня все-таки есть любимая женщина, которая ни о чем об этом не знает, потому что я скрываю. Ну а как ты хотел. И я по-настоящему счастлив. Я прошел путь от войны до любви, от долгов к достатку, от выживания к жизни, и знаю карту этого минного поля. И молчу об этом. Не всегда и не всем об этом рассказываю. Я видел это минное поле своими собственными глазами, где наступаешь, бах, и ты, опаньки, приплыл. Либо в депрессии, либо помер. А шагаешь и бах, и ты такой, ух ты ж, кайф. Я почти половину своей жизни тренировал и учил людей. Учил их выживать и драться. Тактическая стрельба и все остальное. Учил их дышать. Учил их не бояться смерти. Учил их прощать и быть такими настоящими, достойными мужиками. Кодекс воина, понимаешь ли. Ко мне приходили сломанные, раздавленные, потерянные. Приходили мальчики, которых гнобили в школе. Приходили такие мужики, которых бросали жены. Приходили женщины, которые разучились верить и искали себе какого-нибудь настоящего мужика, спортсмену. И я не давал им рыбу. Я давал им удочки. А иногда бил этой удочкой по голове так. Ух ты ж, бом! Чтоб проснулись. И я видел, как они менялись. Я видел, как из гусениц они становились бабочками. И как начинали светиться, как огонечки изнутри. Как находили себя, свое дело, свою любовь. Как находили себя настоящих. И когда я смотрю на них, я понимаю, это и есть настоящая награда. Ни деньги, ни слава, ни уважение, ни почет, ни власть. А то, что ты смог зажечь в ком-то огонь. Настоящий внутренний огонь. Свет. Многие приходят на мой канал в поисках какого-то там смысла. И я знаю, что ты тоже посмотрел сотни различных видео перед тем, как увидел мое. Ты, так же, как и другие, наверное, ждешь аватара Калки, Махди, Машаха, грядущего царя. Ты ждешь волшебника в голубом вертолете. Так вот, я скажу тебе, волшебник никогда не прилетит, потому что у него вертолет сломался. Да и нет у него никакого вертолета. У него просто кредиты, так же, как у всех. И сам он в ипотеке. Царь. Царь – это те же самые коммунальные платежи, только больше. Никто не придет ни тебя, ни меня спасать, потому что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. И это никакие не шуточки. Это самый честный закон этой вселенной. И здесь, на моем канале, мы здесь не спасителей ждем. Мы здесь готовим настоящих царей. Царей своей собственной жизни, которые могут и ипотеку заплатить, и с женой поговорить, и сына воспитать, и самому не сойти с ума, и еще при этом где-то тайно помедитировать и зайти в сновидение, чтобы никто об этом не знал. Этот канал – это не церковь и не зал ожидания. Это элитный тренажерный зал для духа, только в тайне. И все, кто сюда заходит, принимают квантовую таблетку. Красную, синенькую и полосатую. И пусть она горькая, но зато она лечит от иллюзий. И у нее есть побочные эффекты. Исчезновение жалости к себе, повышение своей самооценки и возможная эрекция. Но только не в постели, а эрекция смысла жизни. И здесь мы не чтобы молиться, а чтобы сжигать в себе раба. Раба,
который сидит внутри каждого из нас, в таком в уютном кресле, и попивает пивасик. И говорит: давай завтра, что-то я сегодня не могу, устал. А завтра нету, потому что есть только здесь и сейчас. Здесь мы занимаемся мистическим стендапом. Точнее, я занимаюсь. И просто всех веселя. А мистический стендап – это когда мы смеемся над абсурдом этой жизни, чтобы она потеряла над нами власть. Потому что матрица боится смеха. Матрица любит серьезных, а серьезных легко контролировать. А ржущий мужик, он непредсказуемый. Он может взять и уволиться, может взять и жениться по любви, а может взять и дать по носу или сломать кому-то ноги. А может взять и улыбнуться с утра, прямо в понедельник, в 6 утра на работу. И это самый настоящий терроризм. В колоде карт Таро шут – это никакой не дурак. Это начало пути. И это единственная карта, которая свободна от любых правил. Потому что шуту можно все. Шут может зайти в банк и сказать: дайте мне кредит, потому что я царь. И ему дадут. Потому что он не боится отказа. Потому что ему все равно. Ему на все наплевать. Потому что он уже все потерял и ничего не ждет. А когда ничего не ждешь, все приходит само. Апокалипсис – это не конец света, это снятие покрова и открытие правды прямо внутри себя. А конец света – это конец старого мира, только не снаружи, а прямо внутри тебя. Мира, который был для тебя всегда батарейкой. Мира, где ты думал, что твое счастье – это диван и пиво, а пятница вот скоро наступит. И это начало твоей новой жизни, где ты встаешь утром и не знаешь, куда тебя понесет. Но точно знаешь, понесет туда, куда нужно, там, где интересно. Ты меня сейчас слушаешь и думаешь, что ты один такой? Нет. Ты не один такой сумасшедший, которому тесно в этом пластиковом мире. Оглянись вокруг. Нас таких тут целый легион. И это те, кто днем носит костюмы и униформы, работает в офисах и на заводах, водит такси и управляет компаниями. Не всегда, но иногда. И внутри у каждого есть стальной стержень под названием «Настоящий мужик». И потому что мы – это те, кто перестал ныть. Ныть – это национальный вид спорта. А это не про нас, потому что мы ушли из этой сборной. И мы начали ковать свою собственную судьбу. Ну, ковать, конечно, это громко сказано. Сначала просто встали с дивана, а потом пошли. А потом побежали. А потом уже не смогли просто остановиться. Мы все разбросаны по этому маленькому земному шарику, как искры одного большого костра. Мы говорим на разных языках, но понимаем друг друга без слов. По смеху. Идиотскому, страшному смеху. И по блеску в глазах. И если ты меня сейчас слышишь, то выбор за тобой. Хочешь — присоединяйся. Вон там кнопочка «Подписывайся». Ну или можешь ждать дальше спасителя на диване. Угу. Диван, кстати, иногда продавливается. Можешь купить себе новый. Угу. Или взять в кредит и снова ждать. И так до бесконечности. А можешь стать царем своей жизни. Угу. Только не загоняйся, а то тут таких много. Не грядущим, а просто настоящим, который прямо сейчас, прямо здесь, готов снять свою невидимую маску и вырваться из матрицы идиотизма. Потому что иногда приходит время,
Когда ты сам себе говоришь: хватит просто потреблять информацию про конец света и смотреть это кино словно порно, в котором много секса, а эрекции нет. Есть только одно раздражение. И если ты чувствуешь сейчас, что это про тебя, что у тебя внутри там что-то ёкнуло, зазвенело, зачесалось, то здравствуй. Ты уже такой же, как мы, воин духа. Поздравляю, диагноз подтвердился. А лекарства? Лекарства — это те оставшиеся годы, которых не так много, и которые мы все пытаемся прожить достойно. Раз ты досмотрел это видео до конца, до этого момента, во всяком случае, то это 100% не случайность. Это не алгоритмы тебя сюда затащили. Напиши мне, кстати, в комментариях, что ты по всему этому поводу думаешь. Например, напиши мне кодовую фразу «Я проснулся». И пусть это будет твоим первым шагом. Или вторым, или 50-м. Мне на самом деле нет никакой разницы. Хочешь, вообще ничего не пиши. Главное, просто шагай. Хотя бы потихонечку. Хоть куда-нибудь. Хоть кто-нибудь. Чтоб я понимал, что вы тот. Такие же, как я. В общем, чувак, заяви Вселенной о своем намерении. Вселенная, она ведь такая. О, я вижу, вот еще один проснулся. Ну, давай посмотрим, что из тебя выйдет. И тогда в твоей жизни начинается все самое интересное. К тебе приходит понимание, как проходить через предательство, как не сломаться после удара в спину, как видеть людей насквозь и не сойти с ума. Если хочешь получить этот разбор, убедись, что подписка активна. Иначе алгоритмы решат, что я тебе обманываю, а ты спишь. И там не покажет тебе ничего. А подписка на этот канал — это не кнопка. Это билет в первый ряд. Это согласие смотреть правде в глаза, потому что дальше будет только жестче. Такой я чувак. Жестковатый внутри, но мягкий снаружи. Хочешь, пойдем со мной в дебри, откуда обычные люди и блогеры бегут с криком. И, собственно говоря, что еще хочу сказать. Если ты готов, опять нажимай подписываться. Становись частью этого безумного ордена проснувшихся. Раздевайся, проходи. Вон там чай, там печеньки. А тут мы будем обсуждать вечное, невременное. Здесь мы все свои. Здесь мы говорим о том, о чем другие будут молчать, и молчать всегда. Потому что другие об этом не говорят, просто боятся. А нам уже не страшно. Мы уже умерли. В смысле, проснулись. Хотя это одно и то же, если вдуматься. В общем, чувак, мы только начали этот разговор. Если ты хочешь понять, что именно здесь происходит на канале, и как пройти свой путь, не сломавшись, жми на кнопочку. Я все расскажу.